Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в мир самых популярных пород собак. Каждая из них настоящий символ преданности, дружелюбия и красоты. В этом видео мы покажем вам породы, которые завоевали сердца миллионов людей по всему миру. Каждый из этих четырехлапых друзей – это уникальный шедевр природы с собственным характером и историей. Мы покажем вам самых маленьких и самых верных собак, идеальных следопытов и охотников, а также расскажем, от какой породы собак была без ума сама королева Виктория. Давайте вместе откроем этот удивительный мир и узнаем, что делает этих собак такими особенными. Так что заваривайте себе вкусный чай, садитесь поудобнее и поехали. Йоркширский терьер. Призвание йоркширского терьера – быть идеальным компаньоном человеку. Веселый, умный, дружелюбный, он всегда готовый поделиться с окружающими своим хорошим настроением, и за это его обожают миллионы людей. Обратите внимание, йорки везде. Деловито выглядывают из сумочек на плече у хозяев. Чинно восседают в продуктовых тележках. Внезапно и с громким лаем выскакивают из лифтов. Ловко бегают по газонам. Йоркширский терьер – это комнатно-декоративная порода, представители которой имеют длинную прямую шерсть различного окраса и вес от 2 до 3 килограммов. Но йорки не так просты и однозначны, как думают многие. За хрупкой внешностью скрывается храброе сердце. Эти собаки вполне могут за себя постоять. Йоркширские терьеры впервые появились в Англии в графстве Йоркшир во второй половине 19 века. Выведением собак занимались рабочие ткацких фабрик в Англии. Изначально йорки должны были защищать шахты и текстильные фабрики от крыс и мышей. И только в поздний период викторианской эпохи они стали комнатными питомцами английской аристократии. Бигль. Бигль – это древняя порода собак, выведенная в Великобритании для охоты. По одной из версий, к созданию этого вида гончих были причастны римляне, которые завезли их на Британские острова. Другая теория утверждает, что таких собак успешно разводили британцы задолго до прихода римлян. Бигли – собаки среднего размера с типичным обликом гончих. У них мускулистое тело со средним весом 10-12 килограммов, гладкая плотная шерсть и классический трехцветный окрас – черный, рыжий, белый. Собаки имеют квадратную морду, широкий нос, длинные висячие уши и умеренно длинный хвост, который направлен вверх. Бигль обладает хорошим обонянием и использует его прежде всего для охоты на кроликов и зайцев, а также для поиска взрывчатых веществ на таможне. По характеру собака веселая, добрая и игривая. Она прекрасно ладит с детьми, быстро привыкает к людям и не требует сложного ухода. Французский бульдог. Это мощный пес в маленьком обличии, со средним весом 12 килограммов. Он пропорционально коренастый, короткошерстный, с коротким от природы хвостом. Также французский бульдог выделяется крупной короткой мордой, плоским носом, широкой раздвоенной верхней губой, широкими у основания и закругляющимися сверху стоячими ушами. Но не обманывайтесь серьезным выражением их мордочки. Обычно за ним кроется игривость. Французский бульдог легко приспосабливается и любит повеселиться. Поладить с детьми, другими собаками или домашними питомцами проще простого. Но будьте готовы, что эта собака очень любит внимание и может конкурировать за него с другими членами семьи. Несмотря на название породы, французские бульдоги походят из Англии. В основном они жили среди рабочего класса на фабриках и уничтожали крыс. Затем некоторые швеи эмигрировали во Францию вместе со своими любимцами. Там бульдоги попались на глаза французской элите и уже в 19 веке стали популярными собаками в престижных кругах. Немецкая овчарка – это самая узнаваемая и самая популярная собака в мире. Умная, выносливая и верная, она покорит ваше сердце с одного взгляда. Немецкая овчарка имеет средний рост, удлиненное туловище и мощное телосложение. Особенностью считается линия позвоночника, которая скошена сзади вниз. Уши стоячие, морда вытянутая, квадратная. Конечности средней длины, хвост пушистый, саблевидный. Длинная шерсть окрашена в черно-белый или черно-серый цвет с разной степенью яркости. Вес собаки колеблется в пределах 30-40 килограммов.
Немецкая овчарка появилась в результате скрещивания пастушьих собак Центральной и Южной Германии. Порода считается сравнительно молодой, по официальным данным, плановое разведение началось только в 1899 году. Основоположником породы назван немецкий заводчик Макс Фридрих фон Штефанец. Хотя подобные собаки существовали и ранее. Они были компаньонами пастухов, помогая им перегонять и охранять стадо от хищников. Сегодня немецкие овчарки также помогают людям и работают как поисковики, следопыты, охранники, компаньоны и реабилитологи. Лабрадор-ретривер – это та порода собак, которая с радостью пойдет в поход, примет участие в детском дне рождения, будет плескаться в водоеме и помогать своему человеку в различной физической работе. Они, пожалуй, самые жизнерадостные, дружелюбные и энергичные среди всех пород собак. Лабрадоры – крупные собаки крепкого телосложения. Они отличаются широкими головами с ласковыми умными глазами и ушами, свисающими по бокам головы на скулы. Их шерсть имеет однотонный окрас – белый, соломенный, коричневый, шоколадный или черный. Вес варьируется от 25 до 38 килограммов. Лабрадоры происходят с острова Ньюфаундленд, что у северо-западного Атлантического побережья Канады. Предки лабрадоров были компаньонами и помощниками местных рыбаков с начала XVIII века. В 1830-х годах водяные собаки впервые попали в Великобританию. Они были настолько привлекательными, что множество англичан захотели приобрести их у рыбаков. Так порода получила успех и была впервые официально зарегистрирована в XIX веке. Джек Рассел Терьер. Это дружелюбная, преданная и любящая собака с ярко выраженной индивидуальностью, которая прекрасно поддается дрессировке. По-моему, это идеальный домашний питомец, с которым вам не придется скучать ни минуты. Джек Рассел Терьер имеет короткие лапки, хитроватые глаза, забавную озорную мордочку и невысокий рост. Уши сложены на фронтальную часть головы, морда немного вытянутая, грудная клетка четко очерчена, хвост короткий прямой. Вес 5-7 килограммов, шерсть гладкая и густая. Окрас бывает белый с пятнами черного или рыжего цвета. Порода Джек Рассел Терьер появилась в Англии в 1800-х годах благодаря преподобному Джону Расселу, которому нужна была собака для участия в охоте на лисиц. Во время учебы в Оксфорде он увидел и купил идеальную для таких целей собаку, принадлежавшую молочнику. Считается, что она стала первой собакой породы и получила имя Джек Рассел. В период работы священником Джон Рассел посвятил себя как церкви, так и разведению терьеров, которые сопровождали его во время охоты. Чихуахуа. Знакомьтесь, это самая маленькая собака в мире. Она может весить всего от 1 до 3 килограммов, а ее высота достигает лишь 15 сантиметров. Чихуахуа выделяется округлой головой, прямостоячими ушами, глазами на выкате и квадратным туловищем. Хвост средней длины, лапы тонкие, короткие. В породе есть гладкошерстная и длинношерстная разновидность. Окрасы могут быть самые разнообразные. Такого питомца заводят потому, что он может содержаться в любой, даже самой крохотной квартире-студии и спокойно сидит под мышкой хозяина в общественных местах. Кроме того, чихуахуа любознательные, подвижные, активные, очень смелые, смышленые и привязаны к своему хозяину. Чихуахуа впервые были обнаружены на территории современной Мексики и получили название в честь штата страны Чиуауа. Историки предполагают, что сначала эти мелкие хищники были обитателями дикой природы, а затем были одомашнены. Впоследствии в XIX веке порода была привезена в Европу, где сразу стала невероятно популярна. Акита-Ину. Акита-Ину – самые крупные представители семейства шпицев. Крепкие, мускулистые, с пушистой шерстью и густым мягким подшерстком. Окрас бывает различный, но самый распространенный – рыжий. Голова крупная, морда вытянутая, и на ней всегда есть белая маска. У некоторых особей глаза будто подведены черным, уши треугольные, толстые, могут быть слегка наклонены вперед. У Акита-Ину пасть имеет специфическое строение, из-за чего часто складывается впечатление, что пес улыбается. Да, это та самая собака-улыбака. Акита-Ину – крупные собаки с весом от 32 до 45 килограммов. Одно из самых главных достоинств породы – исключительная верность. Вспомните легендарного Хатико.
самого известного представителя Акита Ину. Кроме того, эти животные очень игривые, добрые и умные. Порода Акита Ину сформировалась в японской провинции Акита на острове Хансю. Данные археологических и генетических исследований говорят, что Акита – одна из древнейших пород в мире, и эти собаки уже существовали примерно во втором тысячелетии до нашей эры. Ротвейлер. Несмотря на сложный характер, ротвейлеры входят в рейтинги самых популярных пород собак. Эти животные являются надежными защитниками и охранниками, преданы одному хозяину. Они очень сильные и мощные. Собаки обладают крупным мускулистым телосложением, крепкими лапами средней длины и крупной головой с мощной пастью. Вес взрослой собаки достигает 50 килограммов. Ее визитной карточкой является однотонная черная шерсть с четко определенным ржавым окрасом и уши, свисающие по бокам головы на скулы. Благородное крупное животное наводит страх одним видом. Тявкать без причины – это не про ротвейлера. Но дома он превращается в чуткое и нежное создание, играя роль компаньона или няньки для детей. Ротвейлер – немецкая порода собак, сформированная в районе города Ротвайль. Это одна из самых древних пород. Именно эти собаки сопровождали римские легионы во время их похода в Германии в первом веке нашей эры. Сгоняли их стада и охраняли посты. С тех пор прошли тысячи лет. Но ротвейлер как был служебной собакой, так и остался. Померанский шпиц. Маленький, пушистый и милый. В него невозможно не влюбиться. Померанский шпиц – это декоративная порода собак с приплюснутой мордочкой, острым носом и большим количеством шерсти. Верхний слой ее шерсти состоит из длинных торчащих волосков, под ними густой подшерсток, поэтому собака похожа на пушистый шарик. Цвет шерсти насчитывает десяток окрасов, но самый узнаваемый – коричневый. Весит такая собака в среднем 2-3 килограмма. По характеру померанские шпицы очень энергичные, добродушные и смелые. Если этот плюшевый медвежонок увидит врага в случайном прохожем, то бесстрашно кинется на защиту хозяина. Родиной шпицев считается Померания, историческая область на юге Балтийского моря. Именно там, на территории современной Германии, появились первые достоверные записи о породе. К середине 19 века померанские шпицы распространились в других европейских странах. Даже сама королева Виктория влюбилась в эту породу, что еще больше способствовало росту популярности этих собак. А какую породу собак вы бы выбрали для себя в качестве домашнего питомца? Или, может, у вас уже есть четырехлапый друг? Делитесь с нами в комментариях.